Мое почтение, дамы и господа. Вы, видимо, заметили, что на моем канале давненько не было видосов, а видосов по Майнкрафту тем более. За последний год набрали популярности видосы 100 дней Майнкрафт хардкора. Я решил не отставать от трендов и выпустить свое 100-дневное хардкор прохождение, только уже с 56 модами, основными из которых являются Industrial и Buildcraft. Что ж, не будем медлить и приступим к созданию нового мира. Назову я его выживание Industrial Craft 2 и режим игры, естественно, хардкор. Что ж, вот мир и загрузился, в руках непонятная книга по Форестере, которую я, конечно, читать никогда не буду, выкину нахуй ее. Прикольные шейдеры, слепят глаза мне, пару овец и темный лес. Что может быть лучше? Также есть нефтяная вышка, можно замутить движки для карьера. Ого, спаун рядом с особняком. Повезло, повезло. Что же, отправлюсь на запад, добыв немного березки. В лучшем случае бы найти деревню. Ага, вот и она, в принципе, искать-то ничего не нужно. Особняк, деревня, может еще и с алмазами повезет мне. Было бы прикольно встретить сейчас алмазный блок, но, увы и ах, до блока мне придется копать долго и несчастливо. Давайте пока осмотрим эту деревню с высоты птичьего полета. Как можем наблюдать, деревня красиво расположилась на границе между обрывом и темным лесом. Зданий и огородов достаточно много, а значит и жителей немало. В будущем, скорее всего, можно будет создать ферму железа на этих жителях. Также хочу обозначить какие-то границы развития на эти 100 дней. В любом случае нужно много энергии и, скорее всего, докачаться до нано-брони. Я не какой-то спидранер, чтобы за 100 дней выкачать квант. Не. Так было бы неинтересно. Думаю, буду развиваться через карьеры, чтобы поменьше бывать в шахтах и тратить больше времени на какие-либо проекты. Войдя в деревню, в первом же доме я нашел верстак и решил сварганить себе деревянную кирку для начала. В соседнем доме был сундук с пчеловодством. Мод в Форестере может быть и хороший, но, к сожалению, мне оттуда нужны только электродвигатели. Из досок сварганил мост через разлом, чтобы вместе с жителями мог перемещаться по деревне без препятствий. Также нашел пару домиков поодаль деревни и решил их разобрать. Из полученного булыжника я скрафтил себе топор и добыл немного шерсти и дерева, чтобы создать кровать и переночевать в одном из домов. Так закончился первый день индустриального выживания. Второй и третий день я потратил на вырубку леса в деревне, освещение территории и запирание жителей в домах, чтобы сохранить их для будущего поколения. На четвертый день мною было принято решение переехать недалеко от деревни для постройки завода. Место я выбрал прекрасное – поляна за рекой. Для того, чтобы ночью мобы не убили меня, было принято решение огородить территорию забором. Самое большое количество дерева – это темный дуб, поэтому забор я построил из этого дерева. Седьмой день я потратил на огород. На территории завода была вспахана горстка земли и засеяна пшеница. Также сбегал в деревню и собрал немного их посевов и привел небольшое стадо разношерстных овец. На восьмой день пришла пора спускаться в шахту. Место я выбрал в разломе и начал строить удобную лестницу для этого. Покопав немного ресурсов, я принялся перерабатывать их и создавать необходимые инструменты. Вспахал новые грядки, только уже с картофелем, чтобы в будущем лакомиться жареной картошечкой. На девятый день я отправился на поиски Гивеи, чтобы высадить ее и в будущем иметь огромные запасы резины. Пора уже было переходить в индустриальное развитие, поэтому на 11-й день я собрал вещи для похода в шахту, много кирок, немного блоков и еды. Вплоть до 15-го дня я зачищал и освещал шахты под деревней и заводом, собрал огромнейшее количество ресурсов из модов, перебил кучу мобов и был готов получать тонны энергии. Также для создания твердотопливного генератора мне нужен был редстоун, поэтому я спустился на минимальные высоты, где добыл не только редстоун и лазурит, но также еще я нашел и алмазы. Еще наткнулся на огромную пещеру с лавовым озером, где меня уже поджидали монстры, и если бы не вода, крипер пару раз бы уже меня взорвал. Домой я вернулся победителем-индустриализатором. В кратчайшие сроки были созданы генератор и дробитель, для того чтобы можно было множить руду. Начиная с 16-го дня по 20-й я занимался плавкой руды и созданием кинетического ветрогенератора, ведь благодаря дробителю я теперь смогу создать бронзу, от нее и бронзовые инструменты, которые отлично заменят железо. На 25-й день я большую часть алмазов потратил на создание карьера и разметил под него территорию. В будущем я планировал построить кластер по автоматической переработке руды, чтобы мне не приходилось копаться в шахтах. К 30-му дню были уже построены экстрактор, электрическая печь, металлоформовочная машина. Пока что все запитывалось от угля.
и я создал ручной ветряк и строительные леса, чтобы чекать высоту и подобрать оптимальную ее для ветрогенераторов. На 35-й день у меня закончилось железо и медь, которая практически вся уходила на бронзу, а на провода не осталось. Я решил снова спуститься в шахту через разлом и осветить еще не исследованные участки пещер. К моему удивлению, мне попалась очень интересная продолговатая пещера. Сначала я подумал, что это, возможно, мои раскопки для будущего метро, но находились они не на тех высотах. К тому же частично она была освещена из других разломов, где я бывал ранее. Я приступил к зачистке этого подземного чуда, и в принципе ничего не предвещало беды. Убил мобов, покопал ресурсы и уже было собирался отправиться домой, как вдруг мне показался вдалеке пещеры слайм, довольно редкий моб в обычной генерации, поэтому я поспешил добыть с него слизи. Как вдруг позади себя слышу шипение самой смерти. Времени на раздумье не было. Из разлома, который я не заметил при зачистке, вылезло пару криперов, и один из них подорвался. Слава моей броне, я выжил. В ночь с 40 на 41 день были созданы и размещены первые электродвигатели для карьера. А уже в обед 41-го дня я разместил все 3 ротора в ветрогенераторах, обеспечив себя чистой и самовосполняемой энергией на несколько следующих десяток дней. С 42 и 43 дни я потратил на добычу ресурсов в шахтах, а уже с 44 по 50 день я занимался заводом по производству алмазов, где из одного стага угля можно было получить целый алмаз. С алмазной добычей в шахтах мне особо не везло, поэтому я решил пойти на такие расходы. Конечно, это сильно отсрочит мое создание нано-брони, но стак угля намного легче добывается, чем один алмаз, так что я был готов к этому. К тому же карьер приносил достаточно угля, и уже через пару дней мне не придется ползать по шахтам. Следующие несколько дней я потратил на создание кластера по переработке ресурсов с карьера. По итогу всех будущих модификаций состоял он из 10 дробителей, 5 электропечей и 2 линий для создания бронзы. Из созданных заводом-изготовителем новых алмазов я создал кирку, который сходил и добыл обсидиан для портала и чаровального стола. Также зачаровал свою броню и оружие. В старых версиях Майна, к сожалению, скудные чары, поэтому имеем то, что имеем. Создав огнево, я первым делом сжег лес рядом с заводом, так как там появлялась куча мобов, которые не давали мне спокойно жить. Далее я активировал портал и вошел в него. Картина, конечно, представлялась печальная. Тут даже остались мои метки с предыдущей карты. Повсюду гравий, адский камень, лава и пустота. Вернувшись домой, а это был уже 60-й день, я понял, что мне нужно больше энергии и как-то ее рассредоточить в будущем. Следующие 5 дней, с 60 по 65 я просто постоял в АФК у карьера, чтобы тот добыл как можно больше ресурсов. На 65-й день я принялся увеличивать количество вырабатываемой чистой энергии. Я планировал разместить над заводом 10 ветряков, то бишь еще 7, так как 3 уже не вывозят. Я начал заниматься крафтом, и к 70-му дню уже все было готово, и можно было начинать возводить их. Прирост энергии получился просто колоссальным, особенно в грозы, поэтому я решил расширить основной карьер немного на юг, а также разместить второй карьер с южной части завода. Также были созданы новые электродвигатели для карьеров, и уже к 80-му дню оба карьера работали с одинаковой мощностью. Но, к сожалению, электродвигатели забирали практически всю энергию на себя, и кластеру по переработке ресурсов оставалось ее очень мало. Нужно было придумать постоянный, не зависящий от погоды, относительно дешевый источник энергии. Выбор пал, естественно, на ядерный реактор. За следующие 5 дней с 80 по 85 был совершен огромный скачок. Были созданы тепловая центрифуга, родопромывочная машина, сжиматель, доменная печь и много-много к ним комплектующих. Самое долгое было, конечно, создание закаленного железа, другими словами стали. Приходилось подолгу ожидать прогрева каждого слитка железа, но в итоге реактор был построен на 86-й день за рекордные сроки. На 88-й день был первый запуск реактора, и первые единицы независимой энергии потекли по проводам.
Для более мощной сборки в реактор требовалось побольше золота, которое у меня ушло все на трубы, поэтому пару дней придется так. Теперь какого-либо недостатка энергии у меня не было, поэтому я решил поставить еще один карьер прямо под заводом. Количество мобов тут зашкаливало, меткие скелеты и разрывные криперы так и норовились меня убить, поэтому я поспешил уплыть оттуда. На 92-й день я создавал комплект для стабильной работы реактора и нормальной выдачи энергии. К сожалению, меня отвлекли по работе, и я встал в АФК без паузы. Я заметил криперов в самый последний момент. Хорошо хоть был щит, которым я успел использоваться и защититься от взрыва. На 95-й день была создана наконец-то нормальная схема реактора, которая выдавала 100 единиц энергии в тик. Это в принципе пока максимальная энергия для медных проводов. В будущем нужно будет провода поменять на нормальные и строить уже огромные схемы. 97-й день запомнился тем, что я создал улучшенный алмазный бур, который мне негде заряжать, и энергоранец с шапкой на солнечной панели, а также электроботы. И все это, к сожалению, не заряжает улучшенный алмазный бур. Я был в разочарованиях. Посчитав примерно, что на один энергокристалл нужно 24 алмаза, понял, что уголь мне еще копать и копать. И последние 2 дня я потратил на осушение карьера с южных ворот. Довольно занимательный был процесс. Также нужно было придумать что-то с водой в карьер, который находился под заводом. Так на больших глубинах находится лава, и там карьер может встать. Убрав последний источник воды, та стремительно начала убывать. На 100-й, последний день своего индустриального выживания, я поднимаюсь наверх, чтобы показать вам все достигнутое за эти 30 часов игры. Огромный перерабатывающий ресурсы кластер, ядерная энергетика, производство драгоценностей и раскопки в огромных количествах. Этого я смог достичь за 30 часов игры, не умерев при этом ни разу, хотя очень часто я был на волосок от смерти. Подписывайтесь на канал и кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие 100 дней индустриального выживания, где я уже скорее всего оденусь на броню и смогу осадить тот особняк.